Давайте рассмотрим ситуацию, как он видит ситуацию между вами. Что, по его мнению, сейчас происходит между вами. Так, еще. Он наблюдает за тем, как вы наслаждаетесь своей жизнью. Ему кажется, что у вас все очень хорошо. Он однозначно собирает информацию о вас по пажу мечей. Какой-то компромат на вас подглядывает, да, смотрит за соцсетями, скорее всего, возможно, через каких-то общих знакомых что-то узнает. И что он видит, это то, что у вас сбываются ваши мечты, вы стремитесь и идете к своим целям, своим идеалам, у вас все получается, и он за этим наблюдает. Ему не сказала бы, что это очень нравится, это что-то вроде «фу, да, покажи», вот как-то так. То есть он собирает информацию секретно, наблюдает, но с какой-то целью, чтобы потом как-то постараться вот эти вот кубки ваши пнуть прийти. То есть как-то подколоть. То есть такой человек язвительный, да, язва. Не может он просто по-доброму общаться с вами. Вот. Он продолжает за вами следить, сталкерить, но с такой целью, чтобы потом как-то объявиться и вот так вот, ага, а я знаю что-то, что вот не делает тебя такой идеальной, да, чтобы как-то вашу цену сбить пониже. Хорошо. На данный момент считает ли он ваши отношения законченными? Нет, отношения не закончены, но они ему в тягость, и, возможно, вам тоже в тягость. То есть такие отношения, можно сказать, кармические, то есть очень много и конфликтов, выяснений отношений, и бывает, что не общаетесь, но потом обязательно миритесь, потому что здесь как бы человек, как бы ему тяжело не было, он берет эту ответственность и тащит вот в гору вот эти вот метла, да, потому что они его, потому что он взял эту ответственность, он готов ее нести, как бы тяжело ему не было. Ну, то есть отношения не закончены, но они достаточно тяжелые, вот если одной картой охарактеризовать их. Хорошо. Ждет ли он, думает ли он, что вы вернетесь к нему? Нет, он на это не надеется. Он вообще думает, что вам настолько тяжело в этих отношениях было, что вы решили как-то отвернуться от них и идти дальше, в новую сторону. Ему кажется, что он дал вам достаточно, но вам всего как будто не хватало. Возможно, это прям вот слова, которые он говорил вам. Хорошо. Какие эмоции он сейчас испытывает по отношению к вам? Он ждет результата своей работы, результата вложений, которые вы ему, возможно, не додаете. То есть человек буквально сидит там и подсчитывает, сколько он раз заплатил за вашу там капучинку, да, скажем так. Либо когда он с вами разговаривал, была ли какая-то отдача, да, что вообще, чего ожидать от этих отношений. Вот, он сидит и, получается, ждет, что будет от этих отношений. Есть ли у него какое-то чувство потери? Сознает ли он? Да. Человек думает об этом очень много, анализирует ситуацию. Птички ему нашепчивают, возможно, эта птичка он сам, потому что он собирает информацию о вас. У него есть какие-то диалоги постоянно, сценарии, надо было вот так сказать, надо было вот так поступить, и он крутит это все в своей голове днями и ночами, но не решается выйти в открытый разговор, открыто с вами поговорить. То есть это все у него на уровне мыслей. Так, хорошо. Мы тут сразу можем понять, что человеку не совсем приятно в этой ситуации, то есть есть какая-то боль, есть ли у него какие-то воспоминания, думает ли он о вас. Да, какие-то воспоминания. Нет, смотрите, здесь у него мысли в основном почему-то связаны с его работой. Возможно, у него сейчас еще и есть какой-то важный проект, который сулит ему хорошую материальную выгоду. Не быстро этот проект у него долгий. В общем, если брать отсеянно, то сейчас его все мысли сконцентрированы на его какой-то работе, на заработке, на каком-то проекте. То есть он о вас не так часто и вспоминает, можно сказать. Хорошо, но тогда зачем ты собираешь информацию о девушке? Чтобы завоевать, чтобы иметь силу какую-то над ней.
чтобы быть в курсе событий, да, не упустить вот эти обновления ее жизни, то есть следит для того, чтобы держать вас под каким-то эмоциональным, психологическим контролем. Хорошо, но а как этот разрыв отразится тогда на его состоянии? По десятке кубков. Придется распрощаться ему тогда с этой мыслью семьи, потому что он видел вас по королю кубков достойную женщину, с кем можно было бы создать семью, либо у кого уже она была. То есть в таком случае он имеет реальный шанс потерять свою семью. Вот так это отразится. То есть у него в мыслях будет разрыв этих отношений. Это словно он потерял свою пару, своего партнера, свою жену. Хорошо. Давайте посмотрим на Таро ужасов, что, по его мнению, мешает вашему примирению. Если все настолько серьезно, да, что он видит вас частью своей семьи даже, почему же он не делает шаги к примирению? Что, по его мнению, мешает вашему примирению? Он делает виноватой вас и какие-то ваши умозаключения, выводы. Вот здесь у нас жрица выпала. Он думает, что вы себе что-то там надумали, вот, и решили, и, возможно, не хотите вот делать так, как ему бы хотелось, да, вот возвращаться, налаживать эти отношения, да, приносить ему какие-то блага, какие-то результаты. Вот, то есть он думает, что проблема в вас. Вот так вот прямо здесь. Ну хорошо. Хорошо, давайте тогда посмотрим вашу сторону. Что вы думаете об этих отношениях? Посмотрим. Что вы думаете об этом человеке? Вы думаете, что человек несерьезный, человек, у которого 100 пятниц на неделе, который вечно что-то начинает, но, скорее всего, ему сложно завершить это дело. Вот, то есть человек, который действует по своему жезлу, по своим эмоциям, что-то ему захотелось, и вот все, он настраивается на этот процесс, на получение этого блага. Если не получается, то он быстро переключается, то есть быстро, мгновенно вспыхивает и также мгновенно затухает такой человек. Возможно, огненных мастей, вот, либо у него такой темперамент южный, можно сказать так. То есть достаточно яркий человек, страстный человек, непостоянный. Видите ли вы какой-то обман в ваших отношениях? Это вы видите только его какую-то эгоистичность, либо, возможно, вы никому не рассказываете о проблемах в ваших отношениях, то есть для всех это словно образец, словно эталон, но мы знаем по этой карте, с каким трудом это все достается, на самом деле это победа, устаете сильно от этих отношений, вот. И плюс это эмоциональная нагрузка, не с кем поделиться, некому рассказать, вот. Обмана как такового нету, если только какой-то мираж для окружающих есть. Хорошо, если у вас чувство предательства? Ну, конечно, есть. По тройке мечей есть какая-то тревожность, есть боль, оставленная разговором с этим человеком, либо вы что-то узнали, что разбило ваше сердце буквально. И вы бы хотели поговорить об этом, но разговор как-то все откладывается, не может состояться. Вот, и это приносит вам большую боль на самом деле. Вы сейчас на этапе такого исцеления, когда дождь вот у нас смывает душевные сердечные муки. Но пока это у вас есть в вас. Хорошо. Почему ваши отношения закончились? Была какая-то ситуация, какое-то выяснение отношений, какой-то неприятный разговор, где он был резок. И это заставило вас замкнуться, закончить этот разговор и разойтись по разные стороны. Словно сейчас у нас какая-то холодная война идет, такая молчанка, да, мечевые пошли. Что вас не устраивает в этих отношениях?
Тоже у нас здесь. О. Что вас не устраивает? Вам не хватает какой-то эмоциональной стороны, чувственной. Вам кажется, что этот человек, он такой черствый. У него логика преобладает над его сердечной чакрой. То есть этот человек привык решать, вот как я сказал, так оно и будет. То есть еще стукнул там, да, кулаком. А вы себе представляете отношения идеальные. Совсем не так. Они должны быть чувственные, они должны быть приятные. Это там, где человек чувствуется словно дом, когда есть семья, когда ты можешь сесть и поговорить обо всем, о чем хочешь с ним. Человек, с которым можно строить планы на будущее, а не так, что просто есть какой-то человек, который решил, да, и вокруг за его спиной там просто свиток, который максимум, что может сделать, это кивнуть головой. То есть вас это не устраивает в отношениях. Вам хочется семью, вам хочется быт, вам хочется понимающего человека, а не командира. И по вашему мнению, он себя ведет именно вот так вот, как отрезал. Как сказал, так и отрезал, да? Готовы ли вы при этом дать шанс этому человеку на возврат? 4 жезлов, да, готовы, да. Здесь у нас карта стабильности. Иногда это проигрывается как брак, свадьба, стабильность, да, праздник какое-то, ощущение. То есть, а при каких условиях вы хотели бы, чтобы он вернулся? Интересно. Еще. Вы словно и не хотите, чтобы он возвращался. Человек уже себя показал таким авторитарным, я бы сказала, не авторитетно, авторитарным человеком. Человек, у которого все под контролем, возможно, он работает где-то в структурах, в каких-то системах. Вот. И вас уже настолько заколебали вот эти вот скандалы, да, вот этот вихрь эмоций не позитивных, да, когда выясняют отношения, возможно, были какие-то крики, да, ругательства. И вы бы хотели, чтобы что? Нет, вы настроены на уход. Все-таки. Это я поняла, что это значит. Это значит, что в душе у вас все равно осталось вот этот теплый след вот этих отношений, возможно, какие-то ваши фантазии, либо воспоминания о том, как было хорошо, как было тепло, да, возможно, были какие-то мечты, желания, возможно, был брак, возможно, вы думали, вы были на подходе к этому, но сейчас вы не готовы обратно впускать в свою жизнь этого человека, потому что человек, вот он просто сухарь. Вот у нас выпало все, что можно, вот по самым мужским таким картам и император выпал, и король мечей, то есть человек очень жесткий, не эмоциональный, но при этом, когда вы ругаетесь, это просто вынос мозга, я бы сказала так. И вам проще уйти, чем быть рядом с таким человеком, потому что вы понимаете, что он не изменится. Хорошо. Тогда давайте посмотрим, что на самом деле сейчас происходит между вами. Происходит какая-то трансформация, карта смерть. Что-то старое отмирает, что-то новое начинается. Я так понимаю, что вы просто смотрите на этого человека, чтобы узнать какие-то новости о нем, либо это такое эмоциональная оплата, да, оплакивание того, что было. То есть он вам, по сути, обратно уже не нужен. Каким он себя показал, как он себя сейчас ведет. Вы трансформировали эти отношения, вот, возможно, судьба тут вмешалась. То есть эти отношения, скорее всего, закончены. Либо вот у нас уже буквально последняя ниточка. Здесь вы не знаете, как уже прекратить эти отношения, как выйти из этого круга. Но я скажу так, что новая дверь уже приоткрыта. То есть еще немного, и скоро вы сможете закончить свои бесконечные мысли об этом человеке и сможете идти в новое начало, потому что даже если не вы, даже не вот эти вот постоянные скандалы, то судьба уже подвела вас к тому, чтобы вы были на новом пути, то есть к новому шагу. Вот такая вот сейчас ситуация истинная в этих отношениях наступила.
К сожалению или к счастью, это делать вывод вам. Я не заинтересованная сторона, просто вижу. Но осталась ли любовь между вами? Есть ли это чувство взаимное? Остались воспоминания, смотрите, девочки. Шестерка кубков. Остались приятные воспоминания. Несмотря на то, что было вот огромное количество скандалов каких-то, выяснений отношений, все равно друг о друге у вас сохранились теплые воспоминания. Но не забывайтесь, это просто прошлое. То есть, скорее всего, не получится вернуть это в свое настоящее. То есть каждый доживает по-своему, но с хорошими мыслями, скорее всего, вы разойдетесь. То есть у каждого будет какое-то движение в будущее, но вряд ли это будет вместе у вас. Но давайте посмотрим тогда, если вы все равно смотрите этот расклад на него, почему же отношения до сих пор не отпущены, что мешает. Вам кажется, что это судьба, что это какой-то кармический поворот был. То есть кажется, что эти отношения были судьбоносные. Возможно, все было настолько серьезно, что вот подходило даже к тому, чтобы могла быть построена здесь семья. И есть до сих пор это ощущение. Давайте посмотрим на негативе. На негативных картах, на Таро ужасов. Почему эти отношения до сих пор не отпущены? Снова здесь присутствует также страсть. Возможно, были хорошие отношения в физическом плане, да. То есть, конечно, да, эмоций, тепла здесь было маловато, но, скорее всего, вот обоих устраивали именно физические отношения. То есть, как вам было хорошо вместе в постели. Вот. То есть, есть еще воспоминания об этом. Но, скорее всего, в плане характеров, да, темперамента как-то не сложилось. Возможно, вы разные, не буду говорить по религии, но, возможно, национальности здесь разные страны, да, разный темперамент. Вот. Давайте тогда посмотрим, является ли это все-таки концом, хотя уже я как бы проговорила, да. Это окончательный конец или временная пауза у нас? Король Пентаклей. Так, у нас выпал король Пентаклей. Это указывает на то, что у нас сейчас пауза, временная пауза. Да, выдыхайте. Отношения, скорее всего, поставлены на паузу, были из-за приоритета какой-то работы, либо денег. Вот, то есть, возможно, человек с головой ушел в заработок, свой бизнес, накопление ресурсов. Сейчас ему не до эмоций. Хорошо, но готов ли измениться человек ради того, чтобы вернуться в эти отношения? И да, и нет. Ему нравится находиться рядом с вами, вот любовники, да, он бы выбрал вас по своему сердцу, но, к сожалению, он все-таки понимает, что здесь, скорее всего, требуется уходить от этих отношений. Но почему? Почему он хочет уходить от этих отношений? Семерка мечей. Здесь ведется какая-то двойная игра. Что-то здесь у нас нечисто по семерке мечей. А есть ли у него кто-то еще? Паж жезлов. У человека может быть еще кто-то на стороне. То есть кто-то, с кем нету планов серьезных на отношения, но кто-то, с кем есть физическая связь. Либо есть желание этой близости. Вот, к сожалению, так получается у нас. Угу. То есть человек у нас как собака на сене лежит. И ни туда, и ни сюда. Не хотел бы отпускать вас, но и не хочет возвращаться. Потому что понимает, что тогда ему придется эмоционально вкладываться. Тогда ему придется выбирать
сердцем, а он этого не особо любит. И придется тогда платить, вкладываться в эти отношения именно в эмоциональном плане. Хорошо. Хотел бы он вернуться в эти отношения? Хотел бы он вернуться в эти отношения? Ну да, его устраивают эти отношения, это партнерство. Возможно, ему было приятно общаться с вами, ему нравилась ваша поддержка, ваше окружение, общество. То есть в плане союза, вот в плане такого начала, да, романтики какой-то, да, его все устраивало. Но вот идти дальше вот в семью ему было бы тяжело, ну, потому что какой-то безэмоциональный такой сухарь перед нами. Давайте тогда будем заканчивать и передадим просто его послание в голове, то, чего он вам не говорит, но что думает, что у него постоянно крутится в голове. Представьте сейчас загаданного мужчину, что он смотрит на вас, и в какой-то момент он произносит эти слова. Я твой навсегда. То есть даже если вы расстались, даже если у этих отношений нет будущего, в голове все равно он держит и думает о вас как о очень близком, скажем так, родственной душе, с которым были какие-то хорошие моменты в прошлом, воспоминания есть теплые. И он считает, что даже если он идет вперед, то его сердце принадлежит вам и останется, скорее всего, уже с вами. Что бы там его в будущем не ждало, какие люди бы вокруг не были, он принадлежит вам. Вот такой вот у нас немножко печальный расклад получился. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте свои вопросы для новых раскладов. Всем пока!